Февраль – холодный месяц в Египте. Температура на улице падает до плюс 20 градусов, а температура Красного моря – плюс 22 градуса. Солнечные дни стоят весь месяц напролет, а дождей не бывает вовсе. А если серьезно, несмотря на летние температуры в Египте в феврале, есть одна большая климатическая проблема – ветра. Они приходят в конце ноября и мешают загорать на пляже до апреля. Ветра пробираются под купальник и заставляют натягивать толстовку по вечерам. Конечно же, решение есть – выбрать для отдыха Шарм-эль-Шейх в феврале. Город окружают горы, и здесь много укрытых от ветра бухт и пляжей, но не все. В Хургаде тоже можно найти пару безветренных мест. Названия будут в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Египет в конце февраля прохладнее, чем в начале месяца, но в марте ситуация меняется, и погода медленно подстраивается под высокий сезон. Чтобы разобраться, стоит ли отправляться в Египет в феврале, стоит рассмотреть плюсы и минусы путешествия. Плюсы: низкие цены на проживание, питание, передвижение и товары. Уединенность и спокойствие вследствие небольшого количества других туристов. Отличная возможность спокойно рассмотреть достопримечательности, прогуляться по музеям и театрам, посетить экскурсии и другие интересные места. Отсутствие изнуряющей жары. Несмотря на имеющиеся преимущества, есть, конечно же, и недостатки. Это прохладная погода, из-за чего искупаться получится не всегда. Сильные ветры на большинстве курортов. Ранний заход солнца, из-за чего еще в 4-5 вечера становится темно. Итак, стоит ли все-таки ехать в Египет в феврале? Если вкратце, то в феврале в Египте наступает тепло, месяц более комфортен для отдыха, чем холодный и ветреный январь и март со своими песчаными бурями. Вода еще не прогрета, но в принципе купаться уже можно. Вечера свежие, прохладные, не забывайте теплую кофту, а днем уже вовсю припекает.